привет, добро пожаловать обратно в постройки в Sims 4. Сегодня мы будем строить имитацию мельницы, ну, то есть такое подобие, что могло бы быть мельницей. Почему-то постоянно забываю это слово мельница. Но это она. В принципе, идея ко мне пришла, когда я увидела это колесо в отладках, которое крутится, которое продолжает в любом положении крутиться. Мне это очень сильно понравилось и запало в душу. Вот, я подумала, что можно сделать, ну, как бы такой вид мельницы, которая работает на воде, ну, то есть она как бы двигается за счет воды, потока, и двигает внутри жернова, которые там перемалывают что там, пшеницу, кукурузу, что угодно, короче. Но сразу скажу, внутри ничего нету. То есть я сделала только реально прям имитацию. То есть только сам каркас. Вот, внутри абсолютно ничего нету. И сразу хочу сказать, что я честно собиралась сделать только одно, это вращающееся колесо. Вот честно, я хотела одно сделать. Я сначала выбирала между двумя, думала, гадала, потом что-то как-то меня немножечко занесло. И как вы видите, я думаю, в заставке вы поняли, что колес там будет очень много. Да, я сделала такую себе... Ну, как бы я ее официально обозвала стимпанк. Не знаю, буду ли я это слово использовать в названии. Я пока еще не решила. Но на самом деле это не стимпанк стиль, а хронопанк. Сейчас я вам расскажу, что тут к чему. Вот, надо начать с того, что я большая гигантская фанатка игры «Сибирь». Есть такая вот достаточно старенькая, на самом деле. Первая часть очень давно уже вышла, потом была достаточно быстро вторая, и третья появилась не так давно. От нее все плевались, ругались и вообще сказали, что это кошмар и ужас, особенно преданные фанаты. Но она такая сносненькая, и тут недавно объявили о том, что совсем скоро, ну как совсем скоро, через полгода выйдет новая, 4-я Сибирь, и она тоже продолжит. И, в общем, суть в том, что я обожаю эту игру, я как раз-таки фанатка первых двух частей, и не самой конкретной игры, хотя все прекрасно, там все продумано, а именно ее стилистики. Вот, потому что она сумасшедшая, на самом деле. Сам стиль, ну, его описать как-то очень сложно. Ну, то есть словами такими обычными, можно так сказать. Она очень классная, очень продуманная, очень стильная. И вот там как раз-таки все построено на механизмах, то есть на вот этих шестеренках, на том, что все двигается за счет того, что двигаются шестеренки, что ты для того, чтобы получить какой-либо там продукт, что-то сделать, что-то подвинуть, тебе нужно сделать какой-то завод. То есть тебе нужно завести этот механизм для того, чтобы шестеренки задвигались и чтобы как бы произошло то, что ты хотел. Это называется официально хронопанк. То есть, когда, ну, скорее всего, это связано с тем, что, ну, вот эти шестеренки, они используются в часах, хроно, время, хронос, ну, что-то такое, наверное, не знаю. Я как-то гуглила этот момент, потому что стимпанк — это мир, который построен на паровых двигателях, то есть когда мир остановился в развитии на моменте того, когда изобрели паровой двигатель, то есть у них все на этом построено. То есть на самом деле стимпанк — это не про очечки красивые, а на самом деле у них там была определенная идеология, но это примерно так же, как и с готами, например, или с другими субкультурами, с эмо. Изначально там была своя, как бы, философия внутренняя, очень определенная, обычно очень прописанная. А потом она вошла в культуру в общую, ее немножечко извратили, немножечко переделали, упростили максимально. И, в общем, получилось то, что получилось. В итоге стимпанк, повторюсь, это не про очечки, не про какие-то стильные штучки, а это про мир, который пошел по другой точке развития. Как я уже в каком-то видео недавно я этого касалась, но из-за того, что я люблю эту тематику, я регулярно к ней возвращаюсь, если честно. Так вот, этот мир Сибири, он пошел тоже по своему пути развития, то есть изначально в игрушке там было то, что есть типа отдельный мир, ну наш современный, и есть вот этот странный мир странного города, который
живет своей жизнью. У них вот этот товарищ, который придумал все эти механизмы, он обеспечил весь город этими механизмами, они там что-то, в общем, живут за счет них. Но эти механизмы разрушаются, там этот главный изобретатель пропал в какое-то время, ну, там, это, если захотите, сами посмотрите. Вот. В общем, и вот это альтернативная такая вот ветка развития наших технологий. Как раз-таки она построена на вот этих всех крутящихся механизмах. И я прям, ну, не то что болею этим делом, мне очень сильно нравится. И вообще, если хотите взглянуть внутрь меня, ну, то есть посмотреть на мой внутренний мир, можете глянуть как раз-таки трейлер 4-й Сибири, который такой развернутый. Он, по-моему, не 4-й, значит, а как типа мир до всего или что-то такое. Там есть официальный трейлер, вот там так красиво, то есть там какой-то такой прошлый мир совмещен с вот этим вот, с этими всеми механизмами, и это потрясающе красиво, это потрясающе интересно, и это очень стильно сделано, потому что, мне кажется, с 3-ю Сибирь как-то делали очень странно, на коленке, а вот к 4-й подошли прям очень с умом, и это все так опять чувствуется, знаете, продуманный мир, потому что хорошее фэнтези можно отличить очень легко, когда от плохого, когда вы чувствуете, что этот мир живет по определенным законам и не нарушает их. То есть, когда вот там автор, который там создает игру или создает книгу, когда он задает определенные какие-то правила, которые он изначально там, скорее всего, озвучивает, они нужны, потому что это какой-то другой мир, который не подвластен нашим общим правилам. Обычно это вот как бы описывается в первых там частях. И когда на протяжении там всего сюжета не происходит каких-то таких сильных противодействий этому всему миру, потому что, я знаю, есть такие книги и фильмы, когда вот вроде бы фантазийный мир, все прекрасно, а потом там в середине авторы такие хренак, и вообще все типа, ой, у нас вообще все по-другому работает, мы вообще на это уже не обращаем внимания, давайте будем теперь вот так. Или когда смешивают несколько всяких фантазийных штук, то есть там вампиры и роботы-пришельцы и еще что-то, в общем, когда слишком много разного всего, это тоже какой-то такой винегрет получается абсолютно бессмысленный, потому что зритель уже начинает путаться в этом всем. Вот. А моя любимая Сибирь, о которой вот я сейчас бесконечно буду говорить в этом ролике, потому что все-таки это вдохновлено этим всем процессом, она не противоречит себе, она очень последовательная, очень выверена, потому что автор, он долго шел к этой игре, у него там было первые пробные какие-то, он вообще, насколько я помню, пришел из комиксов, то есть он сначала создавал комикс про утку детектива, точно, про утку детектива, и вот этот вот весь мир начинал оформляться у него постепенно, то есть это не за один раз сделано, это десятилетиями выверенный какой-то стиль, и мир тоже он создавался долго, вот, поэтому он такой продуманный, такой интересный, и я вот кусочек его я попыталась передать сюда, потому что, говорю, когда я увидела вот эти механизмы крутящиеся, я подумала, что это оно, это то, что мне нужно, это прикольно. Я, в общем, погрузилась в этот мир снова. Я, в принципе, когда об этом начинаю думать, погружаться, вспоминать, у меня так вообще весь мир остальной отходит на задний план далеко-далеко, потому что я так сильно в это погружаюсь. Ну, у каждого, я думаю, есть там какие-то такие вот фэнтези, если вы любите этот жанр, любимые там серии книг, еще чего-то такого, что когда вы туда погружаетесь, как будто, в общем, реальный мир перестает не то что существовать, но он какой-то становится вот тоже такой фантазийный. Вот. Потому что на самом деле я не такая ярая поттероманка, например, я люблю фильмы по Гарри Поттеру, но книги я практически не читала, то есть я пыталась первую начать, но как-то мне вообще не зашло. А вот фильмы, да, люблю, но не все, на самом деле, потому что все равно, конечно,
который после четвертый еще так более-менее, после четвертого, конечно, пошли какие-то фильмы ужасов уже, если честно. А я вот любила ту добрую, приятную сказку, которая там в первых частях была. Это да, это прикольно. Вот, поэтому моя самая любимая третья часть, наверное, у многих, кстати, это. Я как-то смотрела разбор, почему, типа, третья часть самая лучшая. Вот. Ну, какой-то там канал, который кино занимается, они вот разбирали, почему именно это все происходит. Вот. И он такой, знаете, на грани вот как раз добра и наступающего зла, то есть он так еще не перегибает в сторону вот этой мрачности. Вот. В общем, я немножечко вообще не рассказала о том, что я строю. Я когда-то ушла вообще в другие дебри, в книги, в фэнтези. Так вот, ну, дом на самом деле вообще как бы он не самый интересный, потому что этот дом призван обслуживать эту мельницу, в смысле житель этого дома. Я, кстати, вот переходила в режим жизни, чтобы проверить все эти шестеренки. Мне все было интересно. Они будут крутиться, не будут крутиться, уменьшать, перемещать их, как они все, ну, как они будут себя вести. Вот. И, кстати, я вот эту идейку с мостиком почерпнула из своего челленджа, где я прохожу на ферме, выживая на ферме. Это, кстати, оказалось очень сложно, особенно с этим пустым холодильником, без электричества. Это какой-то кошмар. Я прям первые 3, по-моему, серии для меня какая-то пытка были. Хотя мне очень интересно было. То есть там в конце 3 серии уже как-то полегче становится, когда первый урожай собран, уже прям дышать можно, если честно. А до этого это какой-то бесконечный мрак, жестяк, голод, холод и такое ощущение, что никогда не станет лучше из серии. Вот как будто бесконечно будет эта история. Бесконечно будет плохо, бесконечно не будет ничего не есть. В общем, я немножко... Нет, это прикольно, как бы, но я помучилась, честно. Но это было такое приятное мучение, можно так сказать. То есть, когда у тебя сложная какая-то задача, с которой ты едва-едва справляешься. Это прикольно. Вот. В общем, там как раз есть озерцо, и там оказался выход из этого участка как раз-таки за озером. А озеро, оно так построено, что оно полностью переграждает путь. И я взяла и просто фиганула вот этот мостик такого же плана, что очень удобно. Оказалось, что у нас же теперь есть сваи, и у нас теперь можно за счет этих свай, ну там можно и обычный фундамент оставлять, но мне кажется, как-то очень странно смотрится. И можно вот этими сваями делать такие вот навесные, подвесные, просто, короче, просто мост, можно так сказать. Вот. В общем, будет... такой вот мостик у нас еще в этот... Ну, кто не смотрел, посмотрите. Сейчас, по-моему, на данный момент вышла всего 1 серия. Ну, первая, как бы, с рассказом об истории и с постройкой самой фермы, на которой мы будем все это проходить. И пока 1 история. И вот я ушла на 2 серии вперед. Пока что. Но мне очень сильно хочется вообще все пройти. Потому что очень сильно захватывает это все дело. Давно у нас не было такого, ну как по мне, геймплея, который бы настолько сильно захватывал. То есть, да, там снежные просторы было, что там было, ну, поездили пару раз по склонам, ну, забрались в горы и все. Как-то, ну, прикольно, конечно, но покатались и хватит из серии. Вот. А с экожизнью, ну, поперерабатывали мы, поголосовали за эти все. Я их забываю, на самом деле, за всякие эти меры. Они там что-то без меня применяются, что-то там происходит. В общем, ну, как-то так. А здесь что-то прям совершенно новое. То есть вот эти все курочки, козочки, ой, не козочки, коровы, новые растения, которые меня немножко поразили. Ну, вы потом увидите. Я была немножко в шоке от того, как они растут. Это было таким сюрпризом для меня. Вот. В общем... Настолько много нового и неожиданного, плюс вот эта функция пустого холодильника, она вообще выбивает из сил, потому что теперь то, что купил, то и есть как бы. Все, больше ничего не происходит. А если у тебя нет денег, все, твои дети голодные. И меня это прям вымыкало в первых сериях, потому что
надо же кормить, а кормить нечем, и это так редко бывает. Ну, то есть я там старалась не читерить сильно, ну, то есть как бы я не ездила в Evergreen Harbor, чтобы купить, ну, точнее, покопаться в этих мусорках, и не покупала такую мусорку исключительно на естественном подкорме. Вот, еще у меня были проблемы с прудом, которые я решила, но во второй серии там еще будут проблемы. Я вот в который раз у меня происходят какие-то проблемы, пока я снимаю серию. Я прям мучаюсь, страдаю, я об этом рассказываю, я всю серию об этом жалуюсь вам. И потом я монтирую и понимаю, что какая же дубинушка я была. Все было настолько просто, все было настолько близко, что, ну, как можно было не заметить? Ну, вот как? Ну, вот да, ты не замечаешь, у тебя расфокус, ну, точнее, у тебя фокус на другом, ты другим занимаешься, ну, мне каждый раз все равно обидно за саму себя, так сказать, потому что, ну, типа, ну, вот же то, что ты искала, оно прям у тебя под носом, а ты вообще его не замечаешь. Так хочется себе это сказать, честно, пока я монтирую. Я сама себя раздражаю, пока я монтирую. Вот, с прудом та же самая история была, то есть я так мучилась, при том, что из интереса меня прям сильно захватила вся эта история. Я начала записывать серию прям сразу, в тот же день я продолжила играть, мне было очень интересно, я продолжила мучиться, и потом, когда монтировала как раз-таки первую серию, я такая, блин, так вот же в чем проблема, так вот же в чем был вопрос, а я не очень сведущий человек. Я тут иногда обнаруживаю какие-то вещи, но из-за того, что не так давно симошный товарищ, ну, в смысле того, что я уже 20 лет играю в Симсы, сколько они есть, столько я в них играю, но каких-то подробностей таких за счет того, что, ну, когда, короче, ты не блогер, ты не так тщательно все изучаешь, ты не так тщательно в это все проникаешь, можно так сказать, всякие штучки не ищешь, и так, ну, как... Раньше с дополнениями я не так внимательно знакомилась, как сейчас. Вот. И, короче, какие-то вещи такие, типа, это так можно? А это так просто можно было там сделать? Потому что там в серии пекарни я обнаружила свойства садоводчества, которые я не знала до этого. И это очень странно, что я это не знала, потому что это бы сильно облегчило вообще жизнь. Потому что это очень сильно облегчает жизнь и существование вообще тех, кто занимается садоводством. А я об этом не знала. Ну вот просто не знала. И я думаю, что у меня впереди еще много таких вещей, но зато это интересно. Наблюдать за тем, как я лажаю. Как я делаю что-то не так. Как я сталкиваюсь с банальными вещами и не могу их решить. Мне кажется, зато весело. Вам будет точно не скучно со всем этим делом. Вот. В общем, предлагаю вам продолжить просмотр. Я пошла записывать новую серию. Вот, подписывайтесь, ставьте лайк и приятного просмотра.